Привет! Мы сегодня встали в 5 утра, чтобы поехать в самый неоднозначный город Польши. Одни про него пишут, что это самый депрессивный город Польши, там нечего смотреть. Другие пишут, что это самый интересный город и вообще любимый город Дэвида Линча, как ни странно. В общем, мы поехали, чтобы лично убедиться и составить свое мнение о городе Лудзь. Знаете, мне так всегда хотелось стать тревел-блогером, потому что тревел-блогеры, они так красиво снимают, как они утром наливают кофе, собирают рюкзак и куда-то отправляются. Но реальность в том, что когда ты куда-то отправляешься, ты встаешь в 4 или 5 утра. А я в это время очень хочу спать, я очень злая всегда в этот момент, и мне ничего не хочется снимать. Поэтому у нас, извините, нет таких красивых утренних нарезок. Но, тем не менее, мы с вами приехали в город Лудзь. О нем действительно очень полярное мнение в интернете, поэтому нам так хотелось посмотреть своими глазами, что здесь происходит, и составить свое мнение вместе с вами. Сейчас пойдем исследовать город, но прежде, пожалуйста, проверьте, подписаны вы на канал или нет, потому что это очень важно не только нам, потому что если вы подпишетесь на канал, это видео будет выдаваться большему количеству людей, а значит, видео о Польше посмотрит большее количество людей. Это приятно и нам, и вам, поэтому проверьте, подписаны вы или нет, и пошлите смотреть город. Przepraszam pan. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. A co to jest? To... O kurczę, to szkoła kinematograficzna. Nie wiem, może być tak. Dziękuję bardzo. Милого дня. В общем, первым делом мы с Сашей с вами идем в музей кинематографичный, вернее, не в него, а мимо него пройдем, потому что вообще-то Лудзь внесен в ЮНЕСКО как город кино, потому что тут известны кинофестивали, здесь известна киношкола, из которой вышли самые известные польские режиссеры. Музей, конечно, выглядит как декорация к фильму, не знаю, где происходит что-то в лабораториях или Франкенштейн сидит, но, может быть, это только задний вид его, поэтому сейчас обойдем. Я сегодня буду с вами очень честным блогером, поэтому не буду переснимать, а скажу честно, это не музей, это бывшая фабрика. Лудзь также город мануфактурный, здесь много было фабрик, которые часто сейчас переделывают в какие-то помещения. Музей дальше, мы идем до него. А вот это на самом деле музей. Выглядит очень живописно и очень красиво. Мне кажется, очень атмосферно под стать этой погоде. Пока этот город кажется очень контрастным, ты как будто находишься в каком-то странном сне. Неудивительно, что этот город нравился Линчу. Вот представьте, с одной стороны, вот как бы стоит собор, потом современное большое здание, а под ним маленькое, как будто, знаете, вы в каком-то сне. Здесь у вас как бы детские воспоминания, дальше вы как-то передвигаетесь. Другие странные здания понатыканы в вашем сне. Вот примерно какое-то тут такое странное, контрастное впечатление производит этот город на данном этапе. Мы еще с вами не дошли до центра. В общем, первым делом, когда приезжают в город Лудзь, людям советуют прогуляться по главной прогулочной большой такой длинной улице, но также советуют завернуть в один переулок, потому что здесь как бы расположены всякие модные места с сувенирами, товарами интересными. Выглядит достаточно интересно такое место, но магазинов, я думала, что будет больше. Видать, оно как бы будет еще только отстраиваться. Вы посмотрите, здесь заходишь в подворотню, тут прям двор-колодец, как в Питере. Самое интересное, что там вот этот переулок, он очень красивый, там старые резные такие столбы, но все настолько не убрано, я вам сейчас покажу, что тут, по-моему, только, знаете, криминальные вещи совершать в таком переулке. Как так? Это на центральной улице, при этом остались, я не знаю, как называются эти старые украшения, такие стен, потолка, и все. И ничего не прибрано, ничего не убрано. А внутри такой красивый двор-колодец. Это же архитектурные классные решения, которые просто заброшены. И это все ведет на главную улицу. Ну, с видом на центральную площадь там, как обычно, повезло. Тут прям идет огромная-огромная стройка. Ничего нельзя посмотреть.
Но мне кажется, эта площадь, она как бы отображает всю эклектичность и странность этого города. Во-первых, тут как бы старые здания, стеклянные новые, такие какие-то советские, более, не знаю, старая опять советская, христианская церковь, и опять старые, новые. То есть тут все вместе намешано и совершенно неожиданное. Кстати, я уже сегодня немало дублей испортила и заново переговаривала, потому что я по привычке говорю не «Лудь», я даже не могу это правильно произнести, а «Лодь», потому что в России почему-то этот город называется именно Лодь, с твердой «Л» и буквой «О», а здесь он «Удь». В общем, мне непривычно, я много так ошиблась. У Лодзи достаточно богатое промышленное текстильное прошлое, и вот они взяли свой старый завод, то ли фабрику, не знаю точно, и переделали в большое пространство с торговыми центрами и всем остальным, которое выглядит очень красиво, аккуратно. И мне нравится, когда заводы не бросают, а во что-то их переделывают. К середине дня меня уже на самом деле не удивляет, что здесь в Лудзи можно встретить вот такую совсем отличающуюся от архитектуры того, что мы видели. Очень красивые старые деревянные виллы, по-моему, каких-то 30-х годов. Жалко, по-моему, сейчас она закрыта. Так, мы обошли это здание, и оказалось, похоже, это какой-то музей деревянных зданий или что-то такое, прям посреди парка. Сейчас попробуем подойти поближе и узнать. В общем, в итоге мы попали в этот музей. Тут много зданий, в которые можно внутрь зайти. И вот здесь, как место, где работали, шили все, не знаю, как назвать такое место. На машинках делали всякие изделия и принимали заказы и так далее. Этот день закончился тем, что я в итоге попала в музей, вот просто все, как я люблю. Музей деревянного зодчества, или, как сказать, деревянной архитектуры. В каждой комнате, из которых воссозданы жилища жителей, которые жили в Лудзи, в разные периоды времени. И то есть бытом они отразили в целом как бы отражение каждой из эпох, там, советскую, поствоенную, довоенную и так далее. Я обожаю ходить по таким музеям, потому что ты можешь как бы ходить сквозь истории, сквозь десятилетия. И это как бы дополняет картину об этом своеобразном и необычном городе. Какими бы города ни были разными здесь в Польше, похоже, их объединяет как бы одно — это любовь к музеям, воссоздание быта и вот как бы отношение к истории, что меня очень поражает. В одном здании деревянном было воссоздано, как, не знаю, работали портнихи или, как это сказать, швейное ателье или что-то такое. В другом здании квартиры из одного периода, причем написано и на польском, и на английском, и не просто описано, что там 2 кресла здесь, перечисление, там 3 машинки и так далее, а именно идет такой рассказ, что Катерина хотела к Рождеству приготовить пироги, но у нее закончилась соль, и она пошла к соседям. И как бы некая история этой семьи. И семьи взяты реальные семьи, которые здесь жили. И просто это поразительно. Одна комната отражает как бы такой советский период, и, видать, сторонника партии, которые... И там на стене отпечатано, что здесь висела картина, а сверху повесили Сталина. Я поражаюсь тому, как здесь относятся к деталям. Также отдельно благодарность музеям. Здесь почему-то так тепло ко мне отнеслись, проводили меня. В общем, тут как-то так рады гостям, поэтому если будете в Лудзи, заходите в этот музей. Просто замечательное место. Лайк, если вы тоже любите такие музеи и в восторге от них, как и я. Сегодняшний день был такой неоднозначный, потому что такая погода мрачная, уже осенняя, и плюс как бы вот эта атмосфера, что это город кино, и ощущение, что этот город нравится Дэвиду Линчу, я как будто бы специально искала в этом городе что-то такое необычное, странное, его разнообразие. На самом деле, неважно, нравится кому-то этот город или не нравится. Мне кажется, надо всегда обязательно приехать самому и посмотреть, потому что даже если вы приедете сюда 2 раза, это будут совершенно разные поездки. Все зависит от погоды, от того, в какой переулок вы завернете, что вы съедите в этот день и так далее. То есть каждое путешествие, оно будет отличаться, и ваше впечатление от города будет отличаться, как разные фильмы одного и того же режиссера. То есть представим, что город — это режиссер, и каждый раз, когда вы проходите по городу, вы видите разные его фильмы с разным настроением, отражающие разные идеи. Мое личное впечатление, что город очень эклектичный. Он очень с какой-то стороны мне напоминал Новосибирск, потому что Новосибирск город относительно молодой, в нем нет очень древних построек, и поэтому в нем очень много зданий разного периода. Где-то напоминал Питер, где-то напоминал другие города Польши. Он как будто некая мозаика.
и этим город интересен. Поэтому я предлагаю ездить больше, чтобы составить самому впечатление. И напишите, если вы были в Луде, как вам понравился этот город, не понравился, какое он у вас впечатление оставил. И для того, чтобы мы смогли больше показывать и рассказывать, показывать Польшу во всей ее красоте, разнообразности и интересности, вы можете поддержать наш канал здесь, на Ютубе, нажав кнопку спонсорства, или на сайте Patronite, выбрав любой удобный для вас уровень нашей поддержки. И мы тогда сможем больше показать прекрасную Польшу, которая действительно за каждым углом постоянно удивляет. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это не забыть подписаться на этот канал, чтобы роликов больше увидело людей, поставить лайк. И спасибо огромное, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. И берегите себя.